Когда-то они были невероятно популярны. Свой сериал на канале СТС, концерты по всей России, девушки даже зажгли на разогреве у Бритни Спирс. Группа «Ранетки» появилась 10 августа 2005 года, а распалась 3 года назад. По слухам, на пике популярности гонорары команды за одно выступление превышали 200 тысяч рублей. Авторские права до сих пор принадлежат продюсеру группы Сергею Мельниченко, бывшие солистки не получают ни рубля. Лишившись денег и успеха, девушки построили жизнь заново. Чего им это стоило, узнал Стархит. Певица Нюта: отец угрожал и вымогал деньги дважды, мама со вторым мужем, 23-летним Дмитрием Белиным. 25-летняя Аня Руднева познакомилась давно, он помогал ей записывать вокал. Мы работали вместе около 2 лет. Дима был мне симпатичен, рассказывает Стархиту Аня. Наши предыдущие браки оказались неудачными, но главное, что мы нашли друг друга и счастливы. 30 апреля этого года мы поженились, отпраздновали с самыми близкими в загородном доме родителей. Платье мне шили на заказ, так как я была на приличном сроке беременности. Должна родить в середине августа. У певицы есть дочь Соня от брака с Павлом Сердюком, актером сериала «Моя прекрасная няня». Несмотря на то, что расстались Анна и Павел довольно непросто, конфликтовали по большей части из-за быта и родителей, сейчас бывшие супруги общаются нормально. Развелись мы только в этом году, хотя разъехались еще в 2013-м. Сейчас Паша часто забирает Соню к себе, очень ее любит. Зарабатывать на жизнь Рудневой помогает семейный бизнес. Мы с Димой совладельцы студии звукозаписи и медиашколы «Студия 180», где даем уроки игры на гитаре и вокала. А еще пробую себя в качестве дизайнера ювелирных изделий под брендом Бьен Руднева. Замуж не втерпешь 25-летняя клавишница Женя Огурцова, девочка оторва, тоже скоро выйдет замуж во 2-й раз. С первым супругом, музыкантом Павлом Авериным, она прожила 3 года. Развелись по моей инициативе, делится со Стархитом артистка. Ни о каких чувствах речи уже не шло, мы стали просто друзьями. А год назад, на концерте вокалиста группы «Тараканы» Дмитрия Спирина, Ранетка познакомилась с дизайнером Анатолием Рамоновым. Толя делает все мои афиши и занимается сайтом, у меня панк-группа «Рыжая», говорит Женя. Буквально на днях понесем заявление в ЗАГС. Хотим расписаться 4 октября, в день нашего знакомства. Для 29-летнего мужчины, как и для жени, этот брак будет 2-м. Пара планирует обойтись без пышного торжества и отметить событие в узком кругу.
Чувствую себя настоящей девочкой. Толя носит меня на руках. В скором времени планируем завести детей. Экс-участница группы «Ранетки» родила сына в здоровом теле бас-гитаристка, 26-летняя Лена Третьякова, помимо музыки уже несколько лет занимается кундалини-йогой. Правда, признается, что никогда бы не пришла к этому, если бы не болезнь. 3 года назад я впервые почувствовала, что мне тяжело дышать. Вспоминает Лена. Давление подскочило под 160, выяснилось, гипертонический криз. Лена обратилась к сестре, которая много лет занимается нетрадиционной медициной. Первое, что она сказала мне: йога. Продолжает Третьякова. За 4 месяца ежедневных занятий я не только похудела на 10 килограммов, но и забыла о проблемах с давлением. Артистка и сама стала гуру, проводит уроки кундалини-йоги в Москве, выезжает с мастер-классами в другие города. В планах у Третьяковой открытие собственной студии. Удачная стрижка с самым громким скандалом в «Ранетках» стал уход поющей барабанщицы Леры Козловой. По словам девушки, продюсер Сергей Мельниченко был безответно в нее влюблен. Узнав, что Лера выбрала другого, уволил ее из группы. Козлова пыталась начать сольную карьеру, переехала в Киев к своему парню, участнику Quest Pistols Никите Горюку, ходила на курсы флористики, мастерила украшения, но так и не могла понять, что именно ей нужно. Они расстались, и Лера вернулась в Москву. «Я была уверена, что никогда не буду петь», говорит 27-летняя Лера. Ходила в церковь и просила Бога помочь мне понять, куда двигаться. Делилась проблемами с парикмахером Мариной. А позже она рассказала обо мне Васе из 500 фамилы. Он позвонил и предложил стать частью команды. Моя жизнь снова состоит из выступлений, съемок, и я так счастлива. Семейный подряд-продюсер Сергей Мельниченко женился на гитаристке Наташе Щелковой, у них 2 дочки, 3-летняя Рассказа и 2-летняя Ива, которые как 2 капли воды похожи на папу. Семья живет за городом, вместе с ними дочь Мельниченко от предыдущего брака, Рассвета. В доме есть студия звукозаписи. Сережа делает аранжировки на заказ и работает над телевизионными проектами. Рассказывает стар-хиту крестный дочек Мельниченко Сергей Крылов. А не так давно он создал группу «Пудра», где участвует Рассвета. Всего там 4 девочки, поющие на японском. Кстати, сейчас они на гастролях. 25-летняя Наташа не отстает от 49-летнего мужа. За эти годы она преуспела в монтаже, говорит друг семьи Дмитрий Прянов. Ходит на курсы в Останкино. Недавно сделала видео на одну из моих песен. Получилось отлично.
Нехорошая квартира, самую маленькую ранетку, 22-летнюю Нюту, чуть было не испортил квартирный вопрос. За время гастролей она приобрела жилье в Москве, но сделать там ремонт не хватило денег. Около 1,5 лет назад мы даже обращались в битву экстрасенсов, минус делится со стархитом Аня Байдавлетова. Экстрасенсы Марилин Киро и Аза Петренко тогда очень помогли, сняли порчу. У Нюты появился блог и программа ВКонтакте Ливи на канале Русиан Мусичбокс, гостями которой были Нюша, Анита Цой, Анна Хилькевич и другие. Так она наконец заработала на ремонт, сейчас там трудится мастера, поэтому мы с мамой жилье снимаем. Надеюсь, к концу осени все будет готово.